Здравствуйте, дорогие мои творческие друзья! С вами Хио, и сегодня мы будем шить пуховик для кукол. Для него я возьму плащевку. У меня она уже сразу на тонкой подкладке. Это улучшит сцепление с синтепоном. Но, конечно же, подойдет и обычная тонкая плащевка. Переношу выкройку на ткань. Я буду чертить на лицевой стороне. Это можно сделать мелом, мылом, акварельными карандашами или портняжными маркерами. Ну а я возьму канцелярскую белую ручку. Ее легко перекроет шов светлой нити. Также намечаю линии стежки. Я выбрала форму прямоугольников. Конечно же, понадобится синтепон. У меня он самый тонкий, толщиной 9 мм, поэтому я буду использовать его в два сложения. Теперь нужно зафиксировать синтепон на деталях пуховика. Это можно сделать при помощи липкого лака для волос, ну или, конечно же, специального клейкого спрея для ткани. А можно просто сколоть булавками в нескольких местах. После этого обрезаю деталь по контуру. Теперь прошиваю детали по контуру, чтобы лучше зафиксировать синтепон. Для этого возьму контрастную нить, чтобы потом ее было легко удалить. Из двух деталей воротника на синтепон сажаю только одну. Затем простегаю детали по намеченным линиям. Я буду делать не сильно объемную стежку, чтобы кукла не превратилась в гусеничку. Конечно же, на машинке это будет гораздо проще и быстрее, но, как видите, можно и вручную. Деталь воротника оставляю не простеганной. Теперь сшиваю деталь спинки и полочки по плечевым скосам. И делаю свою любимую отстрочку по припускам. Затем пришиваю рукава. Лишний синтепон на припусках можно аккуратно подрезать. После этого сшиваю пуховик по боковым линиям вместе с рукавами. Теперь беру часть воротника с синтепоном и пришиваю его к горловине. Вторую деталь воротника пришиваю к первой за 3 стороны. Подрезаю уголки и выворачиваю на лицевую сторону.
Ну а теперь прокладываю стежку на воротнике. Чтобы шов был аккуратным с двух сторон, буду использовать имитацию машинной строчки. Подробнее ее я показывала в специальном видео. На этом этапе при желании можно пришить и карманы. Теперь нужно закрыть изнанку. Для подкладки я возьму тонкую хлопковую ткань. Вырезаю все детали подкладки по выкройке самой куртки. Сшиваю подкладку точно так же. Сначала по плечам, затем втачиваю рукава и сшиваю по боковым линиям. Если край ткани сильно осыпается, его можно обработать швом через край. Теперь сшиваю рукава подкладки и плащевки. Для удобства слегка выворачиваю подкладку. И подшиваю. Складываю детали лицевой к лицевой. И сшиваю их по ровному краю полочек. Выворачиваю пуховик через отверстие нижнего края. На манжете также делаю отстрочку. Края полочек также прошиваю, чтобы плащевка немного заступала наизнанку. И также можно убрать контрастную нить. Теперь пришиваю горловину подкладки к верхней части воротника. Буду использовать потайной шов. Подробнее его я также показывала в том специальном видео. Также я решила лучше прошить линию подола, чтобы больше зафиксировать край синтепона и подкладки. После этого подгибаю припуски подола наполовину. А затем сгибаю по прошитой линии. И подшиваю верхний сгиб к подкладке потайным швом.
И осталось только пришить застежку. Я возьму вот такие бельевые кнопки. И вот такой пуховик для кукол у меня получился. А свои работы по моим мастер-классам выкладывайте в Instagram с хэштегом HyoDollCraft. Надеюсь, это видео вам понравилось и оно было для вас полезным. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Бесконечного вам вдохновения и до новых встреч!